Друзья, я сдерживаю свое обещание и снимаю ролик про профессиональный капучино. А это у меня в руках специальный кувшинчик, который правильно называется питчер. Это металлическая емкость для того, чтобы в ней взбивать и вливать молоко. Поэтому я свои обещания сдержал. Осталась ваша часть, а это подписаться на канал и не забыть поставить лайк, если видео вам понравилось, и дизлайк, если не понравилось. Поэтому сегодня варим вкусный настоящий капучино. Поехали! Хороший капучино начинается с правильной чашки эспрессо. Поэтому, если вы не смотрели ролик про эспрессо, стоит на него зайти и посмотреть. Сейчас я проделаю процедуры, необходимые для подготовки холдера и всего остального для приготовления основы для нашего капучино. То есть мы сейчас с вами делаем основу, то есть подготавливаем холдер. Мне понадобится молоко, и правильный объем молока на одну порцию капучино это 180 мл, поэтому я его вливаю, сейчас будем с вами его взбивать. Я детально покажу, что там происходит внутри этого питчера. Вот наше молоко, при этом стандартная чашка для капучино это всего лишь 150 мл, а молока мы берем с вами 180. Для того, чтобы крема, пенка была правильной структуры, я буду использовать специальную подставочку. У меня уже все настроено. Вставляю холдер и нажимаю на кнопочку. Готовим 2 чашечки кофе как основу для будущего капучино. Бариста процесс взбивания молока и процесс приготовления кофе профессиональный всегда делает параллельно. То есть не выбирает для этого отдельно. Нет того, что сначала мы готовим кофе, потом молоко. Это делается параллельно. Но если вы начинающий бариста, то, конечно же, иногда это приходится делать поэтапно. И первый этап – это этап взбивания молока, чтобы у вас не был холодным в дальнейшем капучино. Значит, я буду вливать, используя специальный питчер от компании Тяма. Это питчер для того, чтобы проще было делать рисунки. Можно любым питчером нарисовать, но этот питчер мне просто нравится, поэтому я буду готовить капучино с использованием вот этого питчера. Все, взбили молоко. Молоко должно быть мелкозернистое. Все вы это увидите в кадре. И должна быть классная, правильная текстура для эспрессо. И сейчас будем с вами выливать молоко в капучино. Это и есть правильный капучино. Так, и обязательно что-нибудь нарисуем. Что-нибудь красивенькое на нашей чашечке капучино, для того, чтобы было приятно ее пить. Вот наша первая чашка готова. Сейчас мы с вами перейдем к приготовлению второй чашки, которая нас ждет. Значит, вторую чашку капучино мы с вами будем готовить с другой системой выливания. Ну а процесс взбивания молока все точно такой же. Нам нужен стимер. Его нужно протереть, чтобы он был чистый, чтобы молоко у нас взбилось правильно. Одной рукой я фиксирую питчер, второй рукой я контролирую температуру молока. Правильная температура молока для капучино должна находиться в пределах 55-65 градусов. Это идеальная температура. Если будет выше 70, считайте, что ваш капучино уже будет мертвый. В первый раз я сразу вливал все молоко в чашку. Сейчас не буду переливать второй питчер. В этот раз с промежуточным перемешиванием. То есть я вливаю небольшое количество молока в чашку. Перемешиваю молоко и кофе в этой чашке. Итальянцы называют такой капучино крем-капучино, но у нас это называется просто капучино. В современных кофейнях это просто капучино. И вливаю оставшийся напиточек и делаем вот такой красивый с вами рисуночек. Это и есть профессиональная чашка капучино. Друзья, у нас был с вами профессиональный капучино. Ждем новых выпусков. Для этого подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. С вами был Юрий Стремахов. Пока.